Вся жизнь вот так вот рухнула в один миг. Для Натальи и Юлиана все происходит прямо сейчас. Но эта история особенная по другой причине. Он сказал, что его били в затылочную часть. А у него вообще была родовая травма головы, и его по голове ни в коем случае нельзя бить. Считаю, что 23 февраля нужно забрать у всех мужчин из такой милиции и посвятить этот день всем мамам. Мужества и героизма у них намного больше. Перед тем, как мы начнем, не забудь, чтобы получать наши видео первым, подпишись на наш канал и нажми колокольчик. Я понимаю, что это сложно, но просто я не смогу этого рассказать сам. Он мне обещал приехать домой к 6 часам. Мы тогда в тот день купили новый диван. Он еще просил не убирать: мама, не убирай мой диван. Потому что он меня устраивает, он мне нравится, он угловой, мне на нем удобно. Я говорю: Юлиан, сынок, я лучше, у него сколиоз просто был. Я говорю: мы тебе поставим диван с пружинным блоком, и тебе гораздо будет комфортнее спать. Ты будешь подниматься нормально в колледж. То есть ты будешь полностью отдыхать, твое тело будет отдыхать. Он такой вот: мама, тебя не переспоришь. Я говорю: сынок, не обижайся. Он: ладно, делай как знаешь. И вот в 6 часов назначена была машина, чтобы перевезти на другую квартиру этот диван. А нам к 7 часам вечера должны были привезти новый. Уже где-то без 5-6 как-то вот, я уже чувствовала себя не так, и как-то все не то. Я начала ему, пробовала звонить. Я позвонила раз, он не поднял трубку. Я второй раз позвонила, он не поднял трубку. Я начала беспокоиться, потому что у нас заведено так, что если я тебе звоню, ты не поднимаешь, ты тут же сразу должен мне перезвонить. Это четко он знал. Он, даже если у него телефон отключился, если зарядка закончилась, то он находил телефон и перезванивал, просто потому что он знал, что я буду очень сильно переживать, волноваться за него. Тут я кое-как начала себя успокаивать, отгонять эти какие-то дурные мысли. Думаю, мало ли, день же еще, что там может случиться. Ничего такого даже и близко подумать не могла. Начала, думаю, сейчас должен приехать. Думаю, пожарю я ему сырников. Он любит сырники. С чайком сядет, попьет. Приготовила тесто, стала жарить сырники. Тут на домашний телефон звонок. У нас очень редко, мы практически домашним не пользуемся только мобильными. Я подошла так: алло. Вас беспокоит с Минского районного, как-то он там продолжил. Ваш сын подозревается в незаконном обороте наркотических средств. Боже, у меня все как-то вы знаете, как-то вся жизнь вот так вот рухнула в один миг. Не до одежды было. Там быстрее обулся, оделся, накинул куртку. Муж лежал, смотрел телевизор. Я говорю: Игорь, поднимайся. Что случилось? Я говорю: поднимайся, поехали в машине, расскажу, что случилось. И все, мы спустились, поехали, сразу туда понеслись. Приехали туда в РОВД Минского района, его еще Юлиана не было. Его не привезли, мы где-то еще прождали больше часа. То есть по документам его, получается, задержали в 17:40, а нам позвонили около 9 часов вечера. Сообщили, что наш сын задержан. Через 3 часа? Да, получается, через 3 часа. Нам только сообщили, а его привезли в начале 10-го, где-то вот так.
Мы еще там простояли, прождали. Вот. Ну и когда уже ребенка привезли, его вели как убийцу. Это вообще мальчишка, несовершеннолетний мальчишка, шел в наручниках. Сын мне успел сказать, что мама, меня били. Меня били единственное, что я очень сейчас вот с теперешними мозгами, вот в тот вечер я бы четко сделала так, так и так. Я бы вызвала в первую очередь скорую. На каком основании? Как и что? Он не давал показания даже на допросах, когда он находился на ИВС. Он не то, что ссылался, что ему там болит голова, а ему действительно болела голова. И мне никто даже не подсказал, я себя сейчас где-то и обвиняю, что я как мать, я должна была подумать об этом. Но на тот момент вот если бы мне пришла эта мысль, я бы, конечно, так сделала. И вот всем родителям, вот, которые вот, не дай-то Бог, я желаю, чтобы у всех всегда было все хорошо. В первую очередь вызывайте ребенку скорую. Все. Ссылайтесь на что угодно. Говорите, меня не волнует. Били, не били, мы потом с вами разберемся. Вызывайте скорую и пускай осматривают вашего ребенка. То есть вы вполне можно заключить, что если болит голова, что может быть даже было сотрясение. Да, потому что он сказал, что его били в затылочную часть. А у него вообще была родовая травма головы, и его по голове ни в коем случае нельзя бить. Его избивали прямо на улице или уже... Его посадили в служебную машину, он мне успел сказать об этом. Когда он сказал прокурору, не прокурор, а был зампрокурора, и то, что он сказал, меня избили, как бы прокурор, такой вот спокойно сидел, пишите жалобу в прокуратуру. Подождите, а у нас по закону вообще прокурор имеет право какое-то, не то, что имеет право, он должен как-то отреагировать, мне кажется, по-другому, это все-таки несовершеннолетний ребенок. Из этого я могу просто сделать как мать вывод, что у них заранее было все подготовлено. Они заранее знали, что заключение будет под стражу. То, что уже это постановление, оно уже лежало. Не могу молчать. Его 16 лет, ему одели наручники. Его привезли, и он шел по сторонам. С одной стороны и с другой стороны. Как их назвать, я не знаю. Оперы, там, оперуполномоченные или кто, я не знаю. Вот с милиции его вели. И вот так вот спереди руки, с наручниками несовершеннолетнего ребенка. Мой муж, естественно, сразу, его аж подкинуло, будем так говорить, потому что это в прямом смысле слова так и происходило. Как вы что, уголовника ведете? Снимите с моего сына, он несовершеннолетний, наручники. То есть как убийцу? Да, как убийцу. Я не знаю, даже, наверное, хуже. И на что там все, кто стоял, они просто ополчились на мужа. И я начала уже... Милиционеры? Милиционеры, да, естественно. Во-первых, я за сына тут боюсь, и тут еще муж. Думаю, не дай бог сейчас они начали там бросать, в него такие вот фразы, мол, сейчас и ты пойдешь, или сейчас выкинем тебя отсюда. Вот, то есть, понимаете, я вообще в таком недоумении была. Тут, то есть, такая ситуация с сыном, и тут еще, Был адвокат. Да, мы приехали, уже адвокат был бесплатный, но я понимаю, что такое бесплатный адвокат в наше время. Это, хоть даже я и никогда не касалась в жизни таких вопросов, я думаю, много мам не касалось таких вопросов, но все, что дается, все даются, которые бесплатные адвокаты, они, как правило, работают на государство. Да. К сожалению, но это так. Как бы нам предоставляют защиту, но
Опять-таки, эта защита вовсе оказывается не защита. Выставили счет за бесплатного адвоката впоследствии? Еще нам никто ничего не выставлял, потому что у нас идет еще сейчас следствие. И вообще, чем... Мне даже страшно думать, чем эта ситуация может закончиться. Я так спрашиваю, потому что в других историях, которые у нас уже были, бесплатный адвокат потом в материалах дела оказывался очень даже платным. За него выставляли счет в 54 рубля. Понятно, что это меньше, чем просто слово «бесплатный» в данном случае. Я поэтому хотел... Да. Не могу молчать. В чем его обвиняют? Пока его обвиняют по части 1. Употребление. Нет, я не думаю, что употребление, потому что я так думаю, что хотят на больше. То есть это просто отправная точка, которая... Учитывая изложенное, также принимая во внимание то, что совершил преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше 2 лет. Подождите. Почему? На каких основаниях вы решили, что у него преступление, за которое предусмотрено лишение свободы свыше 2 лет? Никаких не доказательств, ничего. Дальше у нас идет, находясь на свободе, может скрыться от органов уголовного преследования и суда. Бред. Вот это тут я не понимаю, ребенок имеет постоянное место жительства, ребенок учится, как он может скрыться от органов уголовного преследования, а тем более воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению судом, в том числе путем оказания незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном процессе. В статье есть этот срок от 2 лет или это не... Да, по первой части есть. Они взяли в первой части уже по максимуму. В первой части есть от 0 до 2 лет и есть от 2 до 5. Вот они взяли свыше 2 лет. Можно ли так предположить, что какой-то человек в начале этой пищевой цепочки, который выносит предварительное заключение, насколько этого человека надо посадить, что из-за того, сколько он напишет, что в дальнейшем этот срок будет не уменьшаться, а только увеличиваться? Это я поняла из последующих судов, когда я подавала жалобы на изменение меры пресечения. Вот это я уже конкретно поняла на Минском районном суде, когда мне как зачитал судья вот это свыше 2 лет. Все, мне уже даже тут ясно. То есть они просто дублируют слова друг друга выше по инстанции? Один решил, предположил, и все инстанции дальнейшие, они тоже так предполагают и подводят. То есть такое правосудие на глазок? Ну да, я предполагаю так. Я предполагаю так, что это идет у нас. У нас изначально ставится статья от следователя. Не могу молчать. У вас полная семья, у вас муж, вы уже успели сказать. Да, муж. Нас 2, муж, сын, я. Мы строили планы. Мы собирались, рассматривали варианты, чтобы он уехал учиться дальше за границу. Сначала отслужить армию. Я его всегда к чему-то двигала. Ты должен так. Жизнь должна быть у тебя нормальная, сынок. Кем он планировал стать? Вообще он учился на дизайнера, но он потом как-то... Он так: мам, я, наверное, не буду никогда дизайнером. Я, может, в какой-нибудь себе другой сфере. И даже не последующие, а перед этим у нас разговоры были. Он сначала хотел стать юристом, потом еще. И все равно он возвращался к своей этой художественной теме.
потому что, как-то она ему очень дается, он видит то, что многие не видят. Даже я по специальности тоже художник-оформитель, и, например, то, что он видел, я никогда этого, мне сложно. То есть он молодец, в своей сфере художественной он просто был супер. Он есть супер. Почему-то в прошедшем времени это говорится, просто то, что, может, его сейчас на данный момент нету рядом. Но я думаю, что да, пошел бы дальше по своей специальности. Я работаю флористом, продавец-флорист. Пыталась держаться, да, но в такие моменты, конечно, сложно было работать, но работала, как-то отработала, как-то... Люди у нас сейчас тоже с претензиями, не так посмотришь, не так ответишь. Я просто стояла и молчала. Даже покупателям, думаю, говорите на меня, что хотите. Я слова не скажу. В голове одна мысль. Одна мысль. И все. Не могу молчать. Не скажу, что у нас самые плохие дети. Мы просто живем, наверное, не в той стране, где не защищены наши дети. Вот и все. Нам не предоставляется, мы живем в правовом государстве, а прав мы никаких не имеем. Никаких абсолютно. Мы живем по предположению кого-то. Один предположил, а последующие все точь-в-точь и решили, и написали. Понятно, что советовать другим родителям и сложно, и одновременно просто, потому что к такому подготовиться в принципе невозможно. Но по своему опыту, что вы могли бы посоветовать другим родителям, которые нас сейчас смотрят, что ребенок должен сделать в первую очередь, если его задержала милиция? Милые мамочки, я когда-то своего ребенка, в принципе, я его всегда учила, какая бы в жизни ни была ситуация, что бы в жизни ни произошло, ты должен прийти и рассказать мне все. Так я чисто от души такой совет вам. Научите своих детей, какая бы в жизни ни была ситуация, просто в первую очередь пускай вызывают вас. Потому что только вы можете спасти своего ребенка. Больше выхода нету. Ни адвокат, никто не поможет, кроме вас. То есть все должны выучить фразу «Я буду говорить только в присутствии своей мамы». Все дети. Да, абсолютно верно. Только в присутствии матери. По-другому никак. Не забудь поставить лайк, чтобы это видео увидело как можно больше людей.